Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Около Канады. Меня зовут Ирина, и сегодня я поделюсь с вами, как я справлялась с депрессией, с негативными эмоциями в эмиграции. Это очень важная тема, так как, мне кажется, любой эмигрант понимает, что это такое. Каждому приходит это неприятное чувство апатии, депрессии и так далее, потому что смена обстоятельств, смена места, ну и, конечно же, просто ощущение на какой-то новизны и отсутствие чего-то старого и комфортного наводит нас к неприятным, сложным чувствам, которые очень-очень не просто пережить. Я в эмиграции уже более 7 лет. Я в 18 лет переехала из Крыма в Польшу, в Варшаву, а потом в 23 переехала, 24 переехала из Польши в Канаду. И вот уже третий год нахожусь в Канаде. Ребятки, честно говоря, когда мне было 18 лет, эмиграция мне казалась чем-то чудесным, божественным и просто манящим, потому что, как вы знаете, жизнь в Крыму, а также в других районах и вообще странах СНГ достаточно сложная, и мне она такого и казалась тоже, даже когда я была ребенком. И тогда я приняла решение переехать в Польшу. У меня были все возможные документы, которые я уже получила на руках, да, карта поляка, и в целом моя иммиграция, можно сказать, была немного легче, чем у других людей. Многие аспекты в свои 18 лет я так и не учла. Например, то, что я там останусь совершенно одна, то, что мне придется зарабатывать все деньги самой. Хотя в целом я уже давно зарабатывала деньги сама, но это просто другое место, другой язык, другие люди, другой менталитет. Все совершенно другое. Я ехала в неизвестность, я не ожидала того, что я там встретила, и я была очень сильно разочарована. И тогда я в первый раз попала в депрессию. Прошу прощения за мой голос, я немножко застудилась, и вот сейчас у меня он такой хриплый, как бы я ни сделала, какие бы я упражнения для голоса ни делала, все равно мне ничего не помогает. Что вообще такое депрессия в эмиграции? Я считаю, что это такое чувство, когда ты остаешься один на один со своими проблемами, с тем, что у тебя было раньше, с тем, что у тебя есть сейчас, и просто это все на тебя наваливается вместе с ответственностью, вместе с новшеством, которое ты приобретаешь, и ты остаешься с этим один на один и просто должен это все через себя пронести и отпустить. В лучшем случае. Но многие люди, они же так не делают. И в целом я тоже долгое время, когда жила в Польше, вот первый год, у меня весь этот год в целом и был такой, что я просто все это переживала внутри себя. Все эти сложности, проблемы, апатия. И мне показалось, что, вы знаете, это являлось каким-то катализатором того, что я испытала в детстве, каких-то травм, каких-то олицетворений своих убеждений, да, которые мне пришлось перепропускать через себя и заново учиться жить. Потому что то, что когда-то посеяли во мне там мои родственники, мое окружение, школа, оно мне не нравилось уже с самого начала. И я тогда приняла решение, что мне это нужно поменять. Но мой мозг понял, что поменять я это смогу только сменив окружение. Как бы вот, такой вот скачок у меня был. Я в целом его сделала и оказалась там, в неизвестности. Не знаю, понимаете вы, что я имею в виду, но я веду к тому, что само понимание депрессии, апатии, оно не просто рождается от того, что мы меняем место с одного на другое. Ну, то есть, если мы перейдем ребенка, у него не будет никакой депрессии, он чист, у него как бы есть какие-то определенные, маленького ребенка, у него есть какие-то определенные там сложности, да, там, например, какой-то перемена часового пояса, да, там, или какие-то проблемы с, может, восприятием. Я говорю про маленьких детей, да, не про подростков, конечно, у подростков уже своя какая-то жизненная позиция, жизненный опыт и жизненные сложности. Так вот, я просто привожу пример того, что мы всегда привозим себя с собой. И в целом проблема не в том, что мы меняем место, а в том, что мы меняем место со своим разумом и со своими убеждениями. И старая картина мира стирается, точнее, уходит, и в новой картине мира нам приходится учиться жить. Я считаю, что само понятие депрессии эмиграционной, да, или какой-то смены места, оно, вот это ключевое понятие того, что я сказала вам. И, к сожалению, многие этого не понимают. И, к сожалению, я этого тоже не понимала. Я думаю, что только вторая эмиграция дала мне осознать, что, скорее всего, проблемы, которые вылазят просто потому, что мы уже меняем старую картину мира на новую. А, собственно говоря, если так происходит, то как с этим бороться? А у меня такое ощущение, что с этим никак не поборешься, потому что с этим не нужно бороться. Потому что каждый из нас стремится в эмиграцию или вообще куда-то переехав, да, я думаю, так большинство людей, к лучшей жизни или от худшей жизни. А соответственно, мы все меняемся, мы не стоим на месте, даже если мы живем в одном городе. Соответственно, меняя место, мы
в лучшем случае должны поменять себя на лучшую версию себя. И это классно. Это классно, когда ты это понимаешь. Это классно, когда ты знаешь, что мне сейчас плохо, потому что я становлюсь лучше. То есть, и я этого не понимала. И мне кажется, многие люди этого тоже не понимают. Они живут, они переезжают, у них есть какой-то внутренний зов или какая-то мотивация, может, мечта, а может, нужда, как, например, люди из войны, из Украины. По своей нужде они переезжают, они строят здесь уже свою жизнь, да, для своих детей, но у них внутренняя боль, это особенно первые года, кто-то говорит вообще 5 лет. Первые 5 лет эмигранта — это жуть, страх, кромешный ужас. Когда ты 2 раза эмигрировал, то это вообще, считай, полжизни смылось. Помимо трудностей, которые материальные, да, которые у нас есть, там какие-то ментальные в плане обучения языка и так далее, у нас присутствует огромное давление со стороны нашей же психики, которая меняется, но меняется к лучшему. И я это видео вообще записываю для того, чтобы поддержать, возможно, людей в такой ситуации, в которой я не раз оказывалась. И оказывалась на достаточно продолжительное время, потому что это больно, это неприятно, это как будто бы какая-то тюрьма в твоей голове, которую сложно осознать и сложно из нее выйти. Классно, что я поняла для себя что-то, и мне хочется, чтобы тот, кому это нужно, до него это дошло, и это тоже ему помогло. Что это, во-первых, заканчивается, во-вторых, эта сложность, она хорошая, она сделает вас лучше, она сделает вас умнее, мудрее, предприимчивей, она научит вас многому. То есть то, что вы проходите в эмиграции, это та тяжелая ноша, тот рюкзак за спиной, который наполнен золотом. То есть и это нужно понять, это нужно принять. Я знаю, что в самом процессе, в самом понимании, восприятии того, что происходит в реальности, в жизни, когда вы только переехали, когда все сложности на вас навалились, когда вы в депрессии, когда вам ничего не хочется, когда вы в апатии, когда вам хочется только есть, 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 есть. У меня все это было. Я просто говорю по себе, может, у кого-то по-разному, кому-то вообще не хочется есть. То есть симптомы разные, но суть одна. Все это сложности переезда, трансформации и смены жизненных обстоятельств, оно, в конце концов, в большинстве случаев, я не говорю про какие-то исключения, да, люди могут не смириться с тем, что они сделали, они могут не найти того, что они искали, не совпали совершенно полностью свои ожидания, да, и не удалось сменить эту картину своего мира на другую, не удалось это принять. Я знаю многих людей, которые прожили много лет в Канаде в эмиграции, и они не приняли это, они не поменялись. И я думаю, что это намного тяжелее ноша, чем то, что вот возможно в хорошем итоге, в хорошем варианте, когда человек принимает себя, меняет себя, может даже с какой-то степени подстраивает, потому что в любой стране мы должны подстроиться. Мы эмигранты, люди, мы те вообще, кто должны будем всю жизнь подстраиваться, и мы должны будем меняться. Это осознанное или неосознанное решение, которое мы принимаем, мы те, кто должны будем подстраиваться, потому что мы живем не у себя в любом случае. А сможем ли когда-то стать своими, это вопрос отчасти от страны зависящий, а с другой стороны тоже от нас. Потому что самоощущение тоже очень важно. Самоощущение, умения, навыки и так далее. Вот. Поэтому я же говорю, я знаю много людей, которые здесь вот живут в Канаде, и они до сих пор не любят Канаду. Они говорят, что здесь все очень плохо, или в Польше то же самое. До сих пор хреново учат язык, или еще не выучили, по 20 лет живут, и жалуются. То есть они не приняли эту реальность. Они живут тут, но это выглядит реально как настоящая страшная тюрьма. То есть ты живешь там, где ты ненавидишь жить, и ты продолжаешь тут жить. И у тебя, наверное, такой сильный внутренний конфликт, который просто, не знаю, решить можно только с несколькими годами психотерапевта, если люди настолько уже идут. То есть мне не нравится тут жить, но я продолжаю. Зачем? Вопрос. То есть у меня есть определенные плюсы и минусы, да, я пытаюсь все это классифицировать, анализировать, раскладывать, где мне хорошо, где плохо, где сейчас лучше, где будет лучше, возможно, потом, как лучше моему ребенку, моей семье. И я не ставлю себя в пример, я просто говорю свою систему и свою картину мира, да, рассказываю о ней. Но вот меня удивляют люди, которые на самом деле живут и жалуются здесь многие годы и не понимают вообще, зачем они здесь живут. Или понимают, но продолжают жаловаться. Как? То есть я вообще не понимаю. Ребятки, спасибо вам огромное, что вы смотрите мой канал, мое видео. Надеюсь, мое видео поможет вам чем-то. Я искренне это делаю и снимаю только для того, чтобы вам могло как-то поспособствовать улучшению вашего состояния. Мой опыт мог вам помочь, потому что уже накапливается. Я прохожу какие-то вещи, какие-то осознания, какие-то восприятия, которые мне действительно
вот по жизни они идут, они мне даются, они мне важны, и я хочу ими поделиться, потому что я думаю, я не одна такая, мы люди, мы почти все одинаковые, за исключением жизненных сценариев, ситуаций и так далее. Вот, ребятки, так что огромное спасибо, буду очень благодарна за поддержку канала и за ваш комментарий. Мне действительно хочется послушать, что вы думаете на эту тему. Подытоживая все ранее сказанное, я могу сказать, что депрессия — это нормальный процесс сепарации от себя прошлого к себе настоящему или будущему, а также к приспособлению к новой стране. И в этом нет совершенно ничего страшного. Может быть, как бы это можно оценивать плохо или хорошо. Это просто процесс, который проходит каждый из нас. И в моменте, когда ты находишься вот в самом этом процессе, очень сложно осознать что-либо и как-либо прийти к таким пониманиям, к которым пришла уже я, или придете вы после всего этого, там, 2, 3, 4, 5 лет. Поэтому, когда вы находитесь внутри этой депрессии, этой апатии, вы только начинаете свой путь, советы, топ советов, которые я действительно рекомендую вам делать и не избегать этого. Первое. Очень важно начинать вести дневник с мелкими радостями. Ну или это просто будет не дневник, это просто ваше осознание в плане того, что вот сегодня мне хреново. Я беру и делаю то, что мне нравится. Я иду, покупаю себе кофе. Я иду, покупаю себе какую-то мелочь радостную. Я смотрю фильм. Я пытаюсь изо всех сил, когда их даже нет, думать, визуализировать и оценивать реальность и думать о том, чего я хочу. Потому что в эмиграции, где бы ты ни был вообще, в любой стране мира, важно делать не то, что тебе не нравится. Нельзя, это это еще ухудшает ситуацию. Когда ты в эмиграции, тебе хреново, ты ходишь на хреновую работу, это все скапливается и просто выдалбливается в гигантский ужас, просто страх жизни. Я помню, как это ужасно. Важно найти или пытаться найти что-то, что вам будет нравиться. Вот когда вы найдете кайф в том, что вы делаете, в том, что как вы зарабатываете, тогда начнется улучшение в лучшую сторону. У меня такое уже было. Было и один раз, и второй, и это действительно рабочий метод. Вся энергия, которую мы тратим вот на это бичевание, да, самобичевание, расстройство, она, конечно, она должна быть, потому что без нее никак. Но оставляйте немножечко на то, чтобы подумать, а что я хочу? Я не хочу идти, например, на работу уборщиком. Я делаю это, потому что мне нужно, но я хочу другое. И что я хочу, и как мне это реализовать. Это все реально, ребятки, все возможно. У вас все получится, только важно обязательно думать об этом, ставить какие-то определенные крючочки, за которые ваша психика, ваш мир будет цепляться, и вы обязательно выйдете к тому, что вас потом это вытянет. А я считаю, что вытянет обязательно любого иммигранта любимое дело. Мы с вами сильные, мы с вами сможем все. Поэтому обязательно думайте о том, чем бы вы хотели заниматься, и делайте маленькие радости для себя. Делайте то, что вам нравится. И когда-то, в какой-то момент, вот это то, что вам нравится, начнет приносить вам деньги. Ну, во всяком случае, может быть. Я не могу убеждать вас, но я так предполагаю, у меня так было. Второй топ, который мне до сих пор дается сложно, это общение с людьми. Общайтесь как можно больше. То есть есть такие люди, которые вообще, им без проблем. Они выходят в люди, привет, давайте говорить обо всех и обо всем и всегда. То есть я так не могу. Я достаточно скромный человек в этом плане. Мне сложно вести долгие диалоги, мне сложно кого-то долго выслушивать, мне сложно иногда даже говорить о себе, хотя я себя останавливаю часто на то, что я могу тоже про себя много говорить. Меня это злит. Вот. Но это мы люди, у нас такое людское качество. Вот. Поэтому общение — это очень важно, и я считаю, что один из ключевых моментов, только нужно выходить из общения, которое вам нравится. То есть я считаю, что не нужно общаться с людьми, которые вы чувствуете, что не дают вам какую-то энергетику или даже, можно сказать, забирают. Поэтому выбирайте общение тщательно и просто наслаждайтесь вот этим вот потоком энергии, потому что мы люди, и мы должны жить среди людей, и вот этим вот чувством насыщенности социального общения наслаждаться. Это, кстати, мой промах, я немного асоциопатична, поэтому если встретите меня на улице, я очень дружелюбная обычно, но близко, глубоко, какое-то очень близкое общение мне завести трудно, хотя я очень хочу каких-то близких друзей, с которыми мы будем на одной волне вести философские разговоры, общаться. То есть что-то я люблю очень глубокое общение, не люблю поверхностное общение. Если вы такой, напишите мне, я ищу вас. Знаете, как в программе «Ищу, найди меня». Вот я ищу друга, с которым я могу философски приятно общаться и просто обговаривать вселенские разговоры, психологию и так далее. И тогда мы с вами будем счастливы. Ребятки, жду вас. Вот. Не забывайте про это общение, это очень важно. И третье,
не отказывайте в себе в чувстве грусти. Не запрещайте себе это. Ну, нельзя этого делать. Вы все равно это будете испытывать. Просто старайтесь это принять. Мне сейчас плохо. Мне плохо потому-то, потому-то, потому-то. Мне очень больно. Я, честно говоря, может, сейчас не знаю, как это исправить. Или у меня есть варианты, что мне может помочь. И важно проанализировать. Мне плохо, потому что я сейчас одинока. Мне может помочь общение с людьми. Мне плохо, потому что я сейчас скучаю по родственникам. Я могу позвонить им и наполнить хоть немножечко общения там, через телефон. Мне плохо, потому что я чувствую себя не исполненной, не полноценной. Я молодец, потому что я уже сделала такой шаг, и все сразу не бывает. Я должен понемножечку, пошагово исполнять свои цели. Короче, не парьтесь сильно много, все проходит. Жизнь вообще, она вообще скоротечная, нужно об этом помнить, да. И вы можете впасть в депрессию. Пожалуйста, наслаждайтесь. Только не забывайте, что как бы она пройдет, да, и даже в депрессии есть какие-то свои плюсы. И они потом очень видны после того, как она заканчивается. В общем, ребятки, я была рада, что вы были со мной. Я не психолог, но я уже веду терапию с психологом больше года. И некоторые вещи мне даже, не приходилось спрашивать у своего психолога. Как-то я до них сама самостоятельно доходила. И, наверное, с опытом тоже это приходило. Вот, поэтому я решила с вами сегодня этим поделиться. Спасибо вам, что были со мной. Оставляйте свои лайки, свои комментарии. Ну и, конечно же, до скорого встречи, до нового видео. Пока.